Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу поделиться с вами вот этим замечательным узором, которым связан джемпер, который вы видите на экране. Мне лично вообще импонирует большинство изделий, которые представляет данная модель бренда Dando. Они все очень изящные, нежные, женственные и свободные, если можно так выразиться, о изделии. И этот джемпер не является исключением, поэтому сегодня хочу показать вам эту красоту, как ее можно повторить. Сам узор в исполнении достаточно прост, здесь нет никаких сложных элементов вязания, он интуитивно понятен и, думаю, справится с ним даже мастер самого начального уровня. Свой образец я вязала из пряжи хлопок с 20% вискозы. Здесь идет 390 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 2,5. Вот такой результат у меня получился. Вместе с вами я буду провязывать из более толстой пряжи, чтобы вы посмотрели, как выглядит в другой пряже. Вообще, таким узором можно связать очень множество красивых вещей, не только полностью копируя ту, которую вы видели на модели. Будет очень красиво выглядеть что платье, что палантин, что топ, что джемпер с длинным рукавом. Также просто вот кайма с таким узором, при том, что все изделие связано платочным узором или же лицевой гладью, будет выглядеть все равно очень изысканно, женственно и эффектно. Давайте начнем. Сначала рассмотрим схему. Как видите, здесь все простые элементы вязания. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт этого узора, так как здесь нет никаких сложных переходов, вы просто повторяете количество раппортов, провязывая с 1 по 16 петлю. При поворотном вязании вы учитываете еще петли симметрии и кромочные. Если же вы вяжете по кругу, ничего вам это не нужно, просто набираете количество петель кратное 16. И по итогу в этом маленьком образце вы увидите вот эту часть узора. Я набрала 19 петель, 16 это петли узора. В конце ряда у меня будет одна петля симметрии и 2 кромочные. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю сразу вязать раппорт узора. 3 лицевые петли. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли на спице должны быть расположены классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И провязываю я их вот таким образом. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет 4 накида через лицевую. Накид. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 накид, лицевая петля, 4 накид. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петля должна быть развернута и на меня смотреть вторая ее дужка. И провязываю их 1 лицевой петлей. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Вы провязываете то количество раппортов, которое нужно вам для изделия или же образца. Поворотные же ряды я заканчиваю 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. Все четные ряды этого узора провязываются изнаночными петлями. Второй ряд я провяжу вместе с вами. Далее четные ряды я буду пропускать. Кромочную я переснимаю и провязываю все петли изнаночными. Накиды также провязываю открытой изнаночной петлей. Вот таким вот образом.
изнаночная, накид изнаночной провязываю и вот таким образом вяжу до конца ряда. Если же вы вяжете по кругу, то соответственно все петли и накиды в том числе вы будете провязывать лицевыми петлями. Ряд заканчиваю кромочной, у меня это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, второй раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые петли. На этом я закончила вязать раппорт узора, а ряд заканчиваю петлей симметрии лицевой и кромочной. Пятый ряд. Как видите на схеме, начинается раппорт данного узора с провязывания 3 петель вместе со второй центральной петлей. Но в начале и в конце ряда нет соответствующего накида третьему убавлению. Поэтому в начале и в конце ряда я буду провязывать их по 2 петли вместе. А в середине полотна эта петля провязывается 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Как она провязывается, как я это делаю, я покажу чуть позже, когда буду выполнять вторую половину раппорта узора. Итак, пятый ряд, кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. В начале ряда вместо 3 вместе я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее вяжу по схеме 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет 6 накидов через лицевую. Накид, лицевая, второй накид, лицевая петля, третий накид, лицевая петля, четвертый, 1 лицевая, пятый накид, лицевая и шестой накид. Далее убавление 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 раз и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вы вяжете 3 вместе лицевой со второй центральной петлей и только в конце ряда провязываете так, как я, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И ряд заканчивается кромочной петлей. Седьмой ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Далее идет 3 петли платочного узора. То есть по лицевой стороне я сейчас их буду провязывать изнаночными петлями. И в следующем четном ряду, в 8-м, я их также буду провязывать изнаночными петлями. Итак, 3 платочные петли. 1, 2, 3. Далее 11 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 2 платочные петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии. В этом ряду это изнаночная петля и кромочная. В 8-м ряду, так же как и во всех остальных рядах этого узора, при поворотном вязании все петли провязываются изнаночными. Давайте провяжем его вместе. Кромочную я ее просто пересняла. Далее у меня идет платочные петли, я их провязываю в изнаночном ряду изнаночными. Вот таким образом. Далее пошли просто обычные изнаночные петли. Я их также провязываю изнаночными.
И таким образом вяжу до конца ряда. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, весь этот ряд 8 провязывается лицевыми петлями. Платочные также провязываются лицевой петлей. Вот таким образом я провязала 8 ряд. 9 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 платочные петли. 1, 2, 3. 11 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 2 платочные петли. 1, 2. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Я закончила вязать раппорт узора. Хочу обратить ваше внимание, что в этом ряду раппорт заканчивается накидом. То есть дальше вы вяжете с первой петли лицевая, накид и так далее. Ряд же заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая петля, накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можно делать это протяжкой, если кому-то удобнее. Мне больше нравится провязывать все 3 петли вместе. Поэтому я переношу первые 2 петли на правую спицу, за работой подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. И таким образом меняю их местами. Затем все 3 петли провязываю одной лицевой. Вот так это будет выглядеть. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще один раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии лицевой и кромочной. 17 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. 5 петель платочного узора, которые в лицевом и в изнаночном ряду я буду провязывать изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии лицевой и кромочной.
19 ряд, кромочная, и начинаю вязать раппорт узора. 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 5 петель платочного узора, 3, 4, 5 и 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И вот такая красота получается. Думаю, многие из вас, если не сразу возьмутся за вязание изделия с таким узором, то обязательно его сохранят и приступят к вязанию чуть позже, потому что мимо такой красоты пройти просто невозможно. Всем хорошего дня и до встречи на канале!